Всем привет! Сегодня очередной обзор и снова рюкзачная тема. На обзоре будет вот такой рюкзак. Тактический, скажем так. Многофункциональный. Тут много очень карманов. Я еще сам не смотрел, не открывал его. Только вчера получил. Просто из пленки распаковал и все. Предыдущий обзор был вот по такому рюкзаку. Посмотреть его обзор можете, кликнув вот сюда, в правый верхний угол, и посмотреть его обзор. Там цена в описании будет и где он был куплен. А сегодня тактический. У меня уже есть примерно такой же тактический рюкзак. Я его использую для работы с дроном. Этот рюкзачок я решил приобрести для видеосъемок, куда можно положить мою камеру Sony, на которой я сейчас снимаю. Название камеры в описании, кому интересно. Это не граната, это яблоко упало. И сюда еще буду помещать GoPro 12. Ну и плюс разные аксессуары, там мини-штативы, там свет дополнительный и так далее. Батарейки для них, радиомикрофон, на который я сейчас снимаю, чтобы звук был качественный. В общем, все, что нужно для съемки. Чтобы это не валялось в разных коробках и чтобы каждый раз перед съемкой не думать: так, мне надо сегодня вот это, потом приходим на съемку, ё-моё, мне надо еще вот это было, но оно осталось дома. Вот так это все будет вот здесь, почти максимальный комплект. Просто берем рюкзак и идем на съемку. Итак, начнем. Рюкзак, стоимость его в описании будет, я сейчас не помню, я потом, когда буду монтировать видео, добавлю в описание. Так что вопросы не задавайте, а просто в описании смотрите цену его и где был куплен. Был куплен на joomla.com. В Россию, кстати, тоже присылает там русскоязычная поддержка, сайт на русском, русский язык выберите, валюту рубли и так далее. Цвета бывают разные. Я предпочитаю малозаметный цвет, который, всесезонный, можем так. У нас зимы, правда, последние годы тоже снежные стали. Я нахожусь в Европе. Но, тем не менее, все равно большую часть зимы лес стоит без снега. И там также присутствуют коричневые цвета в лесу, немножко черные, кое-где зеленые. В смысле, елка, сосна. Поэтому был приобретен вот рюкзак такого цвета. Бывают песчаные, такие полностью зеленые, потом такие темно-синего и черные, само собой. По размеру. У него 38 сантиметров. Нет, вру. Так, что-то мне из головы вылетело. Я помню, что у него 38 литров объем, а вот в сантиметрах не помню. Так, 50. Высоту 31 в ширину и 18, да, было по ширине, в глубину. Или как это называется. В общем, дно у него 31 на 18. Итого 38 литров, там я посчитал. Сантиметров. В литрах. Что у него тут есть? Давайте смотреть. Само собой, лямки. Лямки стандартные. Тут есть кольца, за которые можно что-то прицепить, на карабинчиках повесить. Здесь можно пропустить что-нибудь, также зацепить, то есть не сплошняком пришито. Также и здесь.
Скоба для ремня регулировочная, чтобы можно регулировать лямки на маленького человека, на большого и так далее. Стяжной грудной ремень, скажем так, чтобы лямки не расходились. Вот что классно. Кстати, в этом рюкзаке его нет. Я буду дорабатывать. То есть куплю собачий ошейник, так же самое брезентового цвета, и сделаю стяжку, чтобы лямки не расходились во время использования. Внизу есть также поясной ремень. Видим, да? Очень удобно, чтобы низ рюкзака постоянно не хлюпал, как говорится, и вообще плотно сидел на спине. Так, по лямкам все. Давайте расстегнем здесь нижний поясной. Переворачиваем на спину. На спине у него тоже вот есть вот такой карабинчик, и здесь вот треугольная лента, треугольником выполнена. Здесь пришита светоотражающая полоска. В темноте будет заметно, если вы идете где-то в оживленном месте, и свет фар от машин, там, мотоциклов будет виден, и вас заметят на дороге. То есть не надо дополнительно что-то вешать. Также вот здесь тоже есть светоотражающие полоски. Я так понимаю, что вот эта как бы лямка тут для того, чтобы что-то положить. Но это каждый придумывает, что для чего. Еще есть вот как бы запас. Можно, то есть, отпустить, и здесь будет достаточно большой объем, и можно положить тот же коврик там, либо там палатку, либо еще что-то такое, либо что-то такое длинное, там топорик, там, не знаю, колышки какие-то. Там, ну, сами придумайте, короче, для очага там, может быть, стойки какие-нибудь. Так. Здесь у нас вот на боковых светоотражающих лентах есть вот такие зажимные, скажем так, я не знаю, как их называют. Вот для чего они, трудно сказать. Наверное, тоже для того, чтобы что-то тут зацепить и поджать. Что еще есть на спине? На спине вот прошиты горизонтальные вот такие полосы. Конечно, они не сплошняком. Под них можно что-то просунуть и зацепить. Там на тех же карабинах, на те же ленты там какие-нибудь пропустить, ну, в виде ремешков, и зацепить дополнительное оборудование, дополнительные сумочки и так далее. На спине есть два кармана с молниями, насколько я вижу. Сейчас померим глубину. Один карман, он уходит туда, до сюда. И вот до сюда, ну, почти до дна. И наверх. Короче, он вот такого размера. Сейчас я померю ради интереса рулеткой. Очень интересный карман. Так, 33 на 20. Никогда не встречал, чтобы вот так вот был карман. Обычно какой-нибудь кармашек, и он совсем кроха какой-то. Так, это один. Второй, как бы внахлёст один за другой находят. То есть точно такого же размера. Подождите, сори. Один карман вот до сюда доходит. Вот. А второй до дна доходит. То есть он еще больше. Больше тут насколько? По высоте. Почти на 5 сантиметров.
Классно, мне это радует. Достаточно большие карманы. То есть под видеосъемки супер пойдет. Я думаю, придется, наверное, купить второй под дрон. А тот, который рюкзак для дронов, сейчас используют для чего-то другого. Так, внизу еще есть вот такие тоже из лент пришитые хлястики, на которые можно там пропустить, повесить тот же молоток, там топорик, зацепить там. И будет у вас тут он висеть сбоку. Давайте посмотрим. Сейчас я его расправлю немножко. Сбоку есть, опять же, вот такая лента, выполненная треугольником, в который можно что-то просунуть. Но если вещь длинная, то можно и опустить в карман, чтобы как бы не вываливалось, а здесь держалось, но было обхвачено. Стянуть можно вот с этим ремешком. Тот же карман тоже притянуть. Опять же, здесь пришиты ленты, тоже не сплошняком. Да, не сплошняком. То есть можно также что-то продеть и прицепить дополнительное оборудование или сумочки. Так, что у нас тут еще есть? Давайте с другой стороны посмотрим. Все аналогично. Такой же карман внизу. Также стяжка вокруг него. Ну и здесь треугольная, тоже самое, как бы стяжка такая в виде треугольника, чтобы пропустить что-то. Так. Сверху, как и у нормальных рюкзаков, есть ручка для переноски. Ну, спина в традиционном виде хорошего классических рюкзаков. Вот это накладка для того, чтобы спина ваша не потела. На лямках то же самое. Не потеющие лямки. Ну и давайте вскроем. Посмотрим, что же внутри. А внутри он вскрывается. Для этого нужно отстегнуть вот эту, как бы, ну, лямку, скажем так. Здесь, в принципе, тоже надо отстегнуть, но можно боковую, в смысле, я имею в виду, отстегнуть, либо просто как бы молнию там пропустить туда вниз, в одну сторону и в другую. Так, внутри у нас непромокайка. Одно большое отделение. Сейчас я расправлю, покажу вам. Кстати, рюкзак сырой, и поэтому я его сейчас положил в беседке на солнышке высушить. Я не знаю, как посылка шла, где она, может, валялась где-то под открытым небом, пока там перегружали, скажем, из самолета в самолет, и поэтому все намокло. Кстати, посылка пришла с разными другими вещами, сборная была, и остальные все сухие. Итак, внутри. Не знаю, камера покажет или нет вам. Вот так там все выглядит. Внутри есть еще один. Сейчас я здесь загну перед. Еще один кармашек. Стенка кармашка внутри каким-то поролончиком проложена. На резиночке вот такой. Я поначалу подумал, пришита, но она не пришита. Она просто на липучке. Убираем и пользуемся карманом. То есть ничего сверхъестественного внутри нету. Кстати, еще на спине пришита вот такая четырехугольная накладочка,
на которую можно что-то приклеить, лейбл там какой-то, не знаю, ваше имя там или еще что-то, если вы там отправляете вместе с рюкзаком вещи там в самолете, там номер багажа там и так далее. Кому-то здесь логотип нужен там для там названия своей туристической группы, там еще чего-нибудь. Ну, на этом, наверное, все. Сейчас я еще раз внимательно посмотрю, что тут есть. Так, что у нас тут такое интересное? Так, кстати, вот заметил только что, при осмотре дополнительным, ручка для переноски. Я думал, отклеивается. Ну, я еще подумал, как она может отклеиваться, когда, если нести что-то тяжелое, оторвется. Здесь вот на одной стороне ручки, на липучке, как бы открывается клапан. И тут вырезано, как бы вот крестиком отверстие. Я просто снутри посмотрел, смотрю, что это такое, что это за крестик такой. Это для того, чтобы, ну, кто-то пользуется, например, телефонами, там Powerbank, например, зарядка. По проводу идет вам в телефон зарядка, телефон где-то там в другом кармашке, либо у вас в кармане. Либо через это отверстие можно пропустить трубочку и как бы, как это правильно назвать, водяная трубочка. Раньше в армейских рюкзаках так и было. Здесь фляга какая-то с водой, трубочка пропускается через какое-нибудь там такое же технологическое отверстие, по лямке идет наверх, ну и вы конец трубочки рядом у вас там около рта расположено, берете в рот время от времени и употребляете воду, то есть утоляете свою жажду. Кто-то может там крепкие напитки, незаметно попивая, идти в походе. Хорошая вещь. Так. С обратной стороны ничего нет. Нет, тоже липучечка. Второе отверстие. Понял. Так, с одной стороны можно там зарядить телефон, использовать, но другая для жидкостей. Ну, либо обе для жидкостей. То есть по одной трубочке идет крепкая, а по другой трубочке запион. Это вам на заметку. Так, что еще надо внимательно пересмотреть? Больше ничего вроде. Да, больше ничего. Ну, на этом будем закругляться. Сейчас я положу внутрь какую-нибудь вещь, чтобы придать объемность рюкзаку. Одену на спину и посмотрим, как это дело выглядит. Итак, берем рюкзак и одеваем. Так, немножко, я думаю, надо распустить длину лямок. Полностью затянуты они как-то. Одна лямка. Вторая лямка. На ходу, в принципе, можно потянуть. И отрегулировать. Так, поясной ремень надо отпустить. А то слишком уж затянут тоже. Сори, что долго. Просто лямки, они не самозатягивающиеся. Но это и хорошо. Не будут во время использования растягиваться.
Сейчас я на столе это сделаю. Итак, отпустил я лямки. Честно говорю, что не совсем мне все понравилось. Сейчас объясню. Одеваем рюкзак, зацепляем грудную лямку. Ну, тут, в принципе, свобода действия есть. Для тех, кто потолще меня, я среднего телосложения, 1,76 м, 70-75 вес, так иногда гуляет. Так что, кто потолще, запас есть. Вот этого запаса не будет у вас. У меня, в принципе, тоже с трудом отпущено до конца. В летней одежде, да, без проблем. Если будет что-то одето, там, куртка или еще, уже поясной ремень никак. Придется тут как бы немножко отпустить одну лямку и просто зацепить на защелке, на этой. Сейчас она как бы обвивает вот эту защелку и вот еще фиксируется вот здесь. Придется ее с фиксатора снять и вот здесь еще замотить. Тогда, да, и будет и как бы впору и зимняя одежда. Ну, вот так выглядит рюкзак с разных сторон. Неплохо сидит, скажем так, достаточно удобно все. Ничего не отвисает и давит куда нужно. Я думаю, мне будет удобно. Как я уже сказал, камеры для видеосъемки. Ну что, господа, на этом давайте прощаться. Повторюсь, я не помню, говорил или нет, ссылка на магазин joom.com в описании, цена то же самое в описании. И на предыдущий рюкзак вы уже видели ссылку в начале видео, тоже можете посмотреть. Ну, что вам пожелать? Удачи, всего хорошего, всех благ, хорошей кармы. Ну и от вас желательно лайк, подписка, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие обзоры по туризму, ну и разные другие интересные видео. Пока!